Всем привет, ребята! Этот ролик немножко будет другого формата. Речь в нем пойдет о изготовлении инверсионного стола. Немножко предыстории. Значит, работаю я на стройке. И дома тоже по строительству занимаюсь. Что-то делаю, постоянно тяжести какие-то таскаю. И, естественно, как у многих, у меня проблемы со спиной. То есть к своим, допустим, 39 годам у меня уже 2 грыжи и 2 протрузии. Беспокоят они меня 2-3 раза в год. И уколы делал, и упражнения всякие. Но, в принципе, оно помогает. То есть так вот этим надо делать, то есть заниматься постоянно. И вылечить ни протрузии, ни грыжи, ни упражнениями, ни уколами, естественно, не получится. Значит, и наткнулся я на такую вещь, как инверсионный стол. Попробовал я его сделать, то есть был он у меня сделан прототип такой небольшой. Буквально за вечер я его слепил из того, что было, то есть доски там какие-то, фанерки. Попробовал, в принципе, эффект меня устроил. И вот в этом ролике хочу показать, как я сделал уже настоящий инверсионный стол, ничуть не хуже покупного. О том, как я его изготавливал, вы узнаете, посмотрев это видео. Изготавливать инверсионный стол буду из профильной трубы. Все делают по-разному. В основном видел делают из круглой. Я же буду делать из прямоугольной, 40 на 20, стенка двойка. Вот здесь вот 4 профтрубы по 3 метра у меня куплено. Процесс резки сварки труб показывать не буду. Будут самые основные моменты. Значит, сейчас режу профильную трубу в размер, и дальше по ходу увидите. Бросаю вот здесь чертежик. Такой вот. Размеров тоже достаточно много в интернете. Кому интересно, можете посмотреть. Нарезал профильную трубу. 2 куска по 120, 2 куска по 112, 2 куска по 78. Здесь указан размер у меня 75, но сделаю немножко пошире. И один кусок 90. Это будет на эту часть изогнутую, в которую будет упираться сам переворотный этот стол. Я его уже по месту здесь надрежу и согну. Из куска металла, это что-то типа швеллера было 80-го, вырезаю 2 пластины. В моем случае это будет размер 15 сантиметров на 7 сантиметров. Здесь особо не принципиально, это будет укьючено, где будет качаться сам переворотный стол. Сейчас обрежу эти полки, сложу их вместе, 2 детали, и уже вырежу форму и покажу вам. Изготовил 2 такие пластины. Толщина металла 7 мм. Здесь просверлил отверстие. Сейчас я скажу их размеры. То есть это центральное отверстие, на котором будет работать качалка, 15 мм. Здесь будет крепиться ручка, это 6,5 мм. И это отверстие 10 мм. Так, теперь по размерам. Значит, здесь 1,5 см будет нахлест на профиль. То есть привариваться профиль будет таким образом. Этот размер 3,5 сантиметра. Здесь тоже 3,5 сантиметра. Здесь сантиметр на сантиметр. И этот размер 8 сантиметров на 2 сантиметра. Размер пластины у меня, то есть 7 сантиметров на 15. Здесь я сделал скос до 10 сантиметров. То есть это расстояние 10 сантиметров. Сейчас мне надо здесь сделать прорезь. Отверстие на 15, прорезь буду делать с расширением, наверное, на 17, чтобы легче вставлялась сама этот поворотный стол. Набросал чертежик, то есть сделайте скриншот, кому будет интересно. Толщина металла 7 мм. Такая деталь в итоге получилась. Для того, чтобы они получились более-менее одинаковые, скрутил болтом М10. В последующем в этом отверстии будет резьба М12, в этом отверстии будет резьба М8. Приварил пластину к профтрубе, как и говорил, с таким небольшим напуском, для того, чтобы она в процессе эксплуатации у меня не отломалась. Это профтруба 120,
Это профтруба 112, скорее всего, либо в чертежах ошибка, либо так и задумано. Потому что вот одно я прикрутил, отверстие просверлил в профтрубе по центру на 12, а здесь отступил 1,5 сантиметра. Здесь расстояние, как вы могли ранее видеть, 8. Вот здесь вот с этой стороны получилось, что ноги, они с разницей в сантиметр где-то. Значит, сейчас прикручу вторую и буду уже делать перемычки. Болты пока вот использую временно такие бэушные, потом поставлю после покраски уже нормальные болты. Сложил две половины инверсионного стола вместе и отторцевал все ноги в одну длину. То есть здесь выставил зазор, здесь у меня получился 1,7, а здесь 1,8 сантиметра. Здесь сделал такой же зазор, приложил уголок и отторцевал в одну длину. То есть вот эти вот ножки у меня теперь получились 118,7, а эти ножки так остались 112. Значит, сейчас буду приваривать нижние части, основания. Для этого разложу их на столе, сделаю расстояние между ногами 1,20 м, но чуть позже я покажу. И буду спиливать под углом, потому что приваривать буду снизу. Вот так вот разложил на столе. Расстояние между ножками 1,20 см. И вот о чем я говорил. То есть вот так на угол. С этой стороны тоже, но на эти направляющие метки я уже поставил. То есть по этим меткам я пилю. Это для того, чтобы сам угол профтрубы у меня не врезался потом в пол. Такая конструкция получается. Эти пластины, они как раз по 50 сантиметров. Отверстие единственное просверлил 8. От низа взял по 68 сантиметров от каждой ноги. А сейчас занимаюсь изготовлением вот такой вот детали. Она будет стоять вот здесь вот. Как бы угол взял примерный, чтобы получилось у меня 10 сантиметров вот здесь вот. Отметил 74 сантиметра на второй профилине. И с помощью угольника вот так вот отчерчиваю и отмеряю вот этот вот прямой угол, чтобы в дальнейшем приварить ее вот сюда вот. Далее требуется изготовить две вот такие вот детали. У меня есть токарный станок, поэтому мне проще. Можно, в принципе, сделать болгаркой и в дрели. Будет посложнее, но в принципе можно. Размер здесь у меня 15 мм. Это вот посадочный. Вот этот грибок 6, паз 6,5. Общая длина 32, диаметр 24. Вот какая была заготовка, с такой и сделал. Вот, в принципе, главное, чтобы она была целиковая, чтобы не отломала. Можно, конечно, какой-то болт, гайку, но вот так вот будет более надежно. Вот так, ну и далее две полосы, ширина 5 сантиметров, толщина 7 миллиметров и длиной сделал по 16 сантиметров. Сейчас немножко одну сторону сравняю, так как она полукруглая, отрезал от уголка. Вот основная часть инверсионного стола у меня уже готова. То есть он переворачивается. Здесь регулируется на рост пользователя. Качалки тоже здесь все приварил. Сейчас занимаюсь тем, что изготавливаю механизм, на котором будут прижимать ноги. Сразу хочу, перед тем, как показать механизм, рассказать немного про устройство вот этой нижней части. Здесь просверлил насквозь отверстие на 25, вставил трубу, 25-ю водопроводную трубу вставил, то есть и с двух сторон обварил. Вот это расстояние, то есть от низа площадки до трубы 15 сантиметров, оно в принципе универсальное. И вот это вот расстояние от края трубы до края площадки, ну тоже в районе где-то от 15 до 20 сантиметров. То есть меньше делать не стоит, будет упираться пятка, ну и больше тоже, потому что неудобно будет вставать. Ну и давайте сейчас расскажу про механизм прижимания ног. В тех столах, которые продают в интернет-магазинах и в спортивных магазинах,
То есть в основном механизм прижимания ног организован по принципу ручника автомобиля. То есть такая трещотка, зубчатая такая, полумесяц, по которой вот он запирает. Как бы можно было сделать и так, но я решил немножко упростить. Может быть, она будет похуже работать, это в процессе я обязательно покажу. Но решил сделать все-таки вот таким вот образом. Профтруба 20 на 20, насверлил отверстие. Отверстие десятка с шагом между центрами 1,5 сантиметра. Потом, так как на профиль 25 на 40 профтрубы такой, чтобы одевалось, нет, следующий размер идет 25 на 50, по-моему, а это профиль 20 на 40. То есть, и профиля, чтобы плотно подходил сюда, размером нет. Пришлось мне сделать вот такую вот штуку. Значит, стенка у нее вот это вот 5 мм, куда будет привариваться труба, а вот эти верхние и нижние стенки 3 мм. Просверлил здесь отверстие, тоже десяткой, и раззинковал 13-м сверлом. Взял шарик, вот у меня был на 12. То есть вот сюда вот он у меня как в посадочное место устанавливается. Далее вот эта вот часть достаточно плотно входит, здесь зазор миллиметр, наверное, с каждой стороны, достаточно плотно, значит, входит сюда. И шарик будет, понятно, подскакивать, да, и фиксировать. Теперь про механизм прижима. Вот кусочек профтрубы 20 на 20. Здесь я его разрезал, но опять же обусловлено тем, какая была длина у меня пружинки. Вварил туда гайку с диаметром внутреннего отверстия, то есть рассверлил ее под 8 мм. Вот здесь вот сделал заглушку, тоже 8 мм. Просто спуска металла тройки. Далее такая пружинка у меня была, но это конкретно со швейной машинки. Старинной швейной машинки. Как бы была у меня такая пружинка. Значит, вот этот диаметр 7 мм, вот этот диаметр 8 мм. Но обусловлено опять же тем, какая у меня была ручка. То есть пружинка вот она не снимается. Пришлось мне с двух частей здесь сварить. Здесь просто приварил наконец вот гаечку. Сначала 8-ку, а потом 10-ку. И обточил ее, чтобы она не проворачивалась в профтрубе. То есть она вот двигается свободно, но не проворачивается. И как можете видеть, вот длина пружинки примерно вот до этого вот места, где внутри вварена гайка. Вот таким образом все это устанавливается. Здесь она выходит через вот эту вот верхнюю часть. И на конце нарезана резьба. В одном из видео я показывал, как просверлить шарик из-под подшипника. То есть, вот такая вот ручечка у меня была. И попадая вот сюда вот в квадрат профтрубы. То есть, во-первых, она не провернется, когда я буду закручивать шарик. То есть вот так закручиваю шарик. И вот этот механизм, вот он работает. Сейчас немножко закусывает, я чуть-чуть подточу вот эту вот гайку. И понятно, она вот так вот приварится в это место. И при оттягивании вот этого шарика, этот шарик будет, слабина у него будет, и он будет свободно перемещаться. При отпускании он будет попадать в одно из отверстий и будет фиксировать. Установил я механизм прижима ног. И значит, идея с шариком, она совсем неудачная. Можете не повторять даже. Сейчас объясню почему. То есть он, в принципе, двигается абсолютно легко руками. То есть вот, как можете видеть, хотя пружина достаточно сильная. А во-вторых, при передвижении выгибает вот здесь вот профиль. То есть, была бы целиковая трубка, шарик был бы более мощной пружиной поджат, может что-то бы из этого не получилось, но тогда неудобно было бы тащить вот за этот вот шток, поднимать, чтобы расфиксировать. Пришлось бы двумя руками. И поэтому буду переделывать на обычный шплинт. Сейчас отрежу эту трубку, достану оттуда шарик и приварю, то есть кусочек болта, чтобы он просто как фиксатор вставлялся в каждое отверстие. Перещелкивание вот этого шариком очень удачная конструкция получилась. В каких-то местах, да, он держится, где-то прям легко перескакивает. Вот сварочные работы над проектом инверсионный стол я закончил. То есть осталось кое-где зачистить швы. Приварил вот ушки для крепления спинки. Их у меня будет 8 штук. Диаметр отверстия 6 мм. Крепить буду вот на такие вот мебельные шайбы. То есть через, скорее всего, либо ДСП, либо фанера.
Как и говорил, переделал механизм зажимания ног. То есть теперь у меня там стоит штырь, вот он вылезает где-то на сантиметра полтора и переключается по отверстиям. Сделал немножко свободно, чтобы двигалось достаточно легко. Так, ну сделал ручки, тоже гнул по форме газового баллона, то есть в тиски кусочек газового баллона зажал, был там у меня обрезок, и как бы загнул. То есть это вот прям форма по газовому баллону 50-литровому. Здесь тоже вот просверлил отверстие вот там вот. Здесь будет прикручиваться ручка. Также установил ограничитель в виде цепочки. Болты это все будут стоять нормально. Это сейчас пока все временно. То есть вот здесь вот приварил какал пластину, как два ушка. Там будет болт 8. А здесь поставил тоже пластинка. Так вот она выглядит. Это скоба, которая зажимает трос. То есть они продаются, я не знаю, как они называются. Были у меня такие скобы 8 мм. В цепь она прекрасно вставляется. Значит, сейчас покажу, как поднимается он. То есть сейчас у меня поставлен ограничитель. Вот она, цепь упирается. Ну и сделано то, что при перестановке цепи, то есть поднимался он на полную, вот на последнее звено, он поднимется на полную. Вот перевороты его защищает вот эта вот профтруба, то есть вот он не упирается. Положение немножко больше, чем вертикальное, где-то, наверное, если по градусам считать, 93 градуса, 95, примерно как-то так. Но вот здесь эта пластина тоже ничего не упирается. То есть вот как бы ничего специально не рассчитывал, но получилось как получилось. Ну, значит, сейчас буду зачищать швы, красить и делать уже спинку. Ну, спинку инверсионного стола изготовил из фанеры и ОСБ. Не было у меня толщины фанеры 2 см, поэтому взял лист ОСБ 9, взял лист фанеры 10 мм и склеил их между собой. То есть вот это ОСБ, здесь фанера, она проклеил клеем ПВА, скрутил по кругу на саморезы, тоже с самореза лишние выступающие части обрезал. Установил вот такие вот гайки, их здесь 8 штук. М6, такая вот гаечка, просто сверлится отверстие 8 мм, она туда забивается и с обратной стороны будет прикручиваться к инверсионному столу. В качестве мягкой подложки буду использовать демпферную ленту, осталось у меня от ремонта, то же самое, что и на роликах. Значит, наклею ее в 2 ряда, один ряд будет поперек спинки, а второй ряд вдоль спинки, и все это затяну кожезаменителем. Спинку, значит, сделал не прямую, как можете видеть, вот здесь вот такие вот у нее вырезы. Как бы поинтереснее смотрится, просто я думаю, на функциональность это не повлияет. Длина спинки у меня получилась 120, а ширина в широкой части 50, в узкой части 43. Вот, друзья, доделал инверсионный стол, установил его, то есть стоит он у меня в спальне, для того, чтобы после того, как я повисел на нем, сразу перед сном это делаю, то есть чтобы в расслабленном положении спина, то есть, отдыхала. Как бы, ну, кто-то после занятий спортом использует, но я использую так, в принципе, тут сугубо дело каждого, как использовать. Значит, ну, давайте покажу, что сделал. Значит, обшил кожезаменителем спинку, вот такой цвет выбрал, серый, то есть вот так вот я его на степлер приделал. К USB-шке пристрелил степлером. Значит, цепь выставлена у меня, ну, то есть под мой удобный для меня размер. Сейчас покажу, какой это угол. То есть это где-то вот такой вот угол получается. Ну, здесь опять же дело сугубо личное, кто как будет. Пробовал я полностью переворачиваться, но пока, значит, слишком сильно в голову давление кровь не дает, поэтому тяжеловато. А вот в таком положении, значит, переворачиваюсь. Вот так вот.
угол и спокойно где-то 5 минут лежу на инверсионном столе. То есть место он, как я и говорил, занимает достаточно прилично, поэтому сделан у меня разборный. Вот здесь вот барашки вот эти вот откручиваются. Вот. Ну, эта планка скидывается, и стол собирается две ножки вместе. То есть его можно поставить к стене, если он не нужен. Ну, так как я регулярно пользуюсь, поэтому у меня он стоит здесь. Значит, вот эти валики я изготовил из демпферной ленты для заливки бетонных полов. Сколько у меня здесь намотано? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 рядов демпферной ленты. Значит, лента 5 мм толщиной. Это где-то получилось вот по 4 см с каждой стороны. Здесь также приклеил демпферную ленту. Это уже она, потому что самоклеющая. Вот сюда вот приклеил, чтобы не билась профтруба об другую профтрубу. Ну и снизу, чтобы не царапало пол, линолеум у меня на полу, он тоже приклеил демпферную ленту. Значит, здесь все отверстия в профтрубе вставил заглушки пластиковые тоже. И здесь вот они стоят везде. Как бы, ну, чтобы посимпатичнее смотрелось. Краска, конечно, немножко на ручках обдирается. В дальнейшем ручки съемные у меня сделаны. То есть в дальнейшем сделаю сюда термоусадку. Для того, чтобы, как бы, в принципе, она теплая, удобно. Но чтобы она поменьше обдиралась. Не знаю, такая краска брал в светофоре, ее, поэтому, наверное, не очень качественная. Так, ну вот этот механизм тоже сейчас покажу, как работает. Как бы вот он у меня настроен. И, в принципе, вот эту вот защелку я не дергаю. Ноги, то есть, завожу вот так вот сбоку, они прекрасно вставляются таким вот образом. И так вот они держится. Сейчас попробую поставить камеру на штатив. Так, ну вот, друзья, установил камеру на штатив. Не знаю, как это получится, то есть видно вам будет или нет. Ну, в принципе, я думаю, для наглядности можно показать. Вот я лежу на инверсионном столе, то есть свободно, и перевешивает он у меня вниз. То есть это настроено за счет вот выдвигающейся нижней части. Ну, небольшим усилием рук, то есть переворачиваю себя в горизонтальное положение. Ну и потом вот практически без усилий он удерживается в горизонтальном положении. Ну, немножко наклоняю себя вперед. Таким вот образом происходит инверсия. То есть вот так вот это выглядит. Ну и 5 минут, в принципе, хватает мне вот так вот повисеть. Ну, при желании можно пресс покачать, кто хочет. Ну а так я именно для того, чтобы растягивались позвоночные диски. Перед сном я это делаю, повторюсь. Ну и на утро как бы ощущение, ну, спина не болит, скажем так. То есть помогло это мне вылечить мои грыжи. У меня 2 грыжи было. То есть так что вот это вот приспособление помогло мне справиться с моими болезнями спины. Давайте сейчас сразу скажу, сколько обошелся он мне по материалу. То есть, ну, как бы какой-то материал у меня был, да, это понятно, у всех он валяется какие-то. Ну, вот конкретно покупал я профильную трубу, USB-шка у меня была, покупал кожезаменитель, ну, и демпферная лента, вот эта вот она тоже у меня была. Ну, вот эти вот метизы, болты, то есть вместе с профильной трубой это вышло мне где-то на 1500 рублей. Кусочек вот такой дермантина, заказывал я его тоже через Озон, по-моему, он обошелся мне где-то что-то в районе 350 рублей. Ну и вот эти заглушки тоже обошлись где-то рублей в 200, по-моему. В совокупности весь стол мне обошелся в 2000 рублей. Значит, цена на такие инверсионные столы, я приценялся, конечно, перед тем, как делать. Цена на такие инверсионные столы, ну вот достаточно жесткие такие, которые смогут выдержать приличный вес, хотя бы вот до 100 килограмм. Ну, я как бы немного вешу, 85, ну, до 100 килограмм. То есть такие столы начинаются от 8-9 тысяч рублей. Значит, по времени собрал я его всего за 2 рабочих дня, можно сказать. Ну, а если по вечерам, то где-то за неделю. Так что вот такое, ребят, получилось видео. То есть у кого есть возможность, конечно, приобретайте. Ну, а так можно сделать вот самому и, в принципе, ничуть не хуже, чем покупной. На этом все. Всем желаю здоровья. Кому понравилось, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.